Labdien! Mani sauc Lato Lapsa, un šajā studijā es esmu, ja tā var teikt, uz viesizrādi. Tie, kas abonē manus kanālus YouTube un TikTokā, būs pamanījuši, ka es izsludināju savu sarunu ar igauņu uzņēmēju Oļegu Osinovski un aicināju visus, kuriem kaut kas viņa dzelzceļu tēmas, tiesību tēmas sakarā interesētu, iesūtīt savus jautājumus, un ja tie būs kaut cik prātīgi, kaut cik interesanti jautājumi, protams, tie arī tiks uzdoti. Šīs dienas saruna tad lielā mērā uz šiem iesūtītajiem jūsu jautājumiem arī ir balstīta. Bet, protams, ka pirmais jautājums jums loģiski var būt, kādā valodā tad mēs ar igauņu uzņēmēju Oļegu Osinovski, kurš, kā var noprast, nav tīras viņa igaunis, sarunāsimies. Osinovska kungs latviski nerunā. Es igauniski runāju apmēram 10-20 vārdus, no kuriem daži turklāt nav pārāk pieklājīgi vārdi. Mēs varētu ar Osinovska kungu runāt angliski, kas nav dzimtā valodā ne man, ne viņam, un pēc tam to nāktos tulkot, jo, cik no es zinu, skatītāju masa tomēr nav ļoti čakla uz angliski ierakstītu sarunu klausīšanos. Tad mums atliek krievu valoda, kas man ir diezgan ierūsējusi, bet drusciņ jau kaut ko es vēl parunāt varu. Osinovska kungam tā tad ir dzimtā valoda, kurā viņš tā tad varēs stipri labāk, dabiskāk un precīzāk atbildēt, un, protams, ka pēc tam tas tiks iztulkots latviski. Здравствуйте, господин Osinovski. Здравствуйте. Перед началом интервью я думал, как вас представить, потому что, в Эстонии одно дело, вы там большой, всем известный человек, а тут в Латвии, вы, наверное, знаете старый анекдот, но я коротко перескажу зрителям, что вот большой московский чиновник в советское время приходит к портному с куском материи и говорит: шейте мне, пожалуйста, пиджак. А портной говорит: не получится, слишком мало. Не получится. Проходит какое-то время, большой начальник как-то приезжает в Одессу, материю взял с собой, приходит к портному и говорит: вот пиджак. Портной говорит: хорошо, приходите через пару дней. Начальник приходит, портной подает ему пиджак, все прекрасно. Он подает еще брюки. Хорошо. Он еще сюртук подает. Начальник московский уже не понимает и говорит: как это так получается? Вот в Москве мне даже пиджак не могли шить, а тут вы и то, и это, и это. Одесский портной говорит: это мы в Москве большой начальник, а тут вы нормальный человек. Кепку примерять будете? Так что, может быть, я про вас знаю то, что вы крупный эстонский предприниматель. Насколько крупный и какая ваша основная тема деятельности? Может быть, все-таки вы сами в нескольких словах, чтобы латвийскому зрителю все было ясно и понятно. Я являюсь председателем совета и владельцем Skines Group. Skines Group — это большой холдинг, в который входит более 50 компаний. Мы работаем в 17 странах мира. На самом деле работаем в большем количестве, но в 17 странах работаем постоянно. И также в этот холдинг входит крупнейшая железнодорожная компания, железнодорожный холдинг балтийских стран. Это Skines Trail. Это тоже холдинговая компания. В Латвии у нас, например, у Skines Trail принадлежит Даугавпилский локомотиворемонтный завод, например. Да, то есть всем известный
знаменитейшее латвийское предприятие. Так что я сам железнодорожник по образованию, и я доктор технических наук, и я всю жизнь занимался железной дорогой, учился специально на эту профессию. И так что, если коротко, то я железнодорожный предприниматель. Ясно. Значит, если латвийский зритель, который пару дней назад своими глазами видел, своими ушами слышал, как премьер-министр Эстонии говорит премьер-министру Латвии, что если вы, бедные, свою Rail Baltica, свой кусок построить никак не можете, то мы построим вместо вас, то вы, наверное, тот человек, который может дать свой комментарий специалиста и по этому конкретному высказыванию, и по этой теме вообще, потому что, если есть какое-то явное выявление национального позора Латвии на данный момент, то это неспособность, по крайней мере, начать строить свой кусок железной дороги Rail Baltica. Почему это так? Почему вы, эстонцы, можете, почему литовцы могут, а у нас как-то не получается? Это что, у нас климат другой, почва другая или государство другое? Я бы сказал, я бы начал вообще с другого. Давайте. Нужна ли нам Rail Baltica? Это большой вопрос, который сегодня как-то ушел в сторону. Давайте вспомним историю Rail Baltica. В конце 90-х годов появилась идея, давайте сделаем узкую ширину колеи, да, то есть на европейскую, да, 14,35, это в миллиметрах, да, и проведем ее из Таллина до границ с Польшей, чтобы мы соединились с остальной Европой, с той шириной колеи, которая существует сегодня в Европе. И тогда это выглядело даже плюс-минус логично, потому что у нас были огромные потоки груза с востока, которые можно было перегружать на наших станциях, которые мы делали совместные станции, скажем, там в Таллине, например, большой терминал планировался для Rail Baltica, где перегружалось с 15.20 на 14.35, там в Риге и так далее, и так далее. Это было логично, что, допустим, груз, приходящий, предположим, не знаю, там из Санкт-Петербурга, перегружался на узкую колею и шел дальше в Берлин. Если вы помните, тогда была такая всеобщая эйфория от того, что новая Россия становится демократической, европейской и так далее. Если вы помните, там даже сам господин Путин говорил, что цель России вступить в НАТО. Даже не верится, но помним, да. Конечно, это все. Тогда же было так, если я даже помню эту обложку Times был или Economist Times, наверное, был, где Путин был человеком года. И, то есть, все, это была настолько интеграция с Россией, что мы были все убеждены, Европа вся была убеждена, что теперь мы будем, не знаю, там, единой страной с ними. И тогда и было логично то, что планировалось на Rail Baltica. Кроме того, были грузы, которые можно было возить. Потому что если без груза с востока, грузовой базы у Rail Baltica просто нет. Мы можем снять с автомобильных дорог, не знаю, там, 5000 контейнеров, но это ничего не даст. Для этого железную дорогу не строят. Это настолько мизер для железной дороги. Железная дорога предназначена для перевозки больших и тяжелых вещей. Это ее конструкция, да, то есть железной дороги не возят компьютеры, и железной дороги не возят, не знаю, там, одежду, да. То есть нужны быть большие тяжелые вещи. Большие тяжелые вещи – это сырье, по большому счету, всегда. Сырье – это, соответственно, там, где оно образуется. У нас сырья не образуется, поэтому это вопрос Востока. То есть, когда и в сегодняшней ситуации этого нет. Второй был плюс, который... Я был даже какое-то время лицом Rail Baltica. Я даже в Эстонии был... Потому что я был большим сторонником Rail Baltica. И наша компания, и, так сказать, я сам. Второй, конечно, плюс – это плюс логистики. Да? То есть, если мы будем доезжать... вначале планировалось когда-то, что будем доезжать из Таллина до Риги там, за 2 часа, тогда Рига становится пригородом Таллина, или Таллин становится пригородом Риги, тогда это единый город уже. За 2 часа из центра в центр это прекрасное расстояние. И это тоже было логично. Но сегодня что происходит?
или там, скажем, какое-то время назад стало происходить, но это уже совсем нелогично. То есть люди, которые сегодня строят и проектируют Rail Балтику, начали строить, они не понимают самой сути железной дороги, к сожалению. Во-первых, мы строим дорогу позавчерашнего дня. Технически позавчерашнего дня. На скорость 240 км в час строить в 25 году, а будет построено в 35-м, а потом на ней ездить будешь еще, не знаю, там 100 лет, это позавчерашний день. Я для примера скажу, что Рижский вагоностроительный завод, мы же в Латвии сейчас с вами беседуем, поэтому надо же говорить про латвийские вещи. Рижский вагоностроительный завод, я думаю, примерно в 80-м году выпустил электропоезд Р-200. И он ходил между Москвой и Санкт-Петербургом с 200 км в час. Это было 45 лет назад, на секундочку. Мы сегодня строим железную дорогу через 45 лет, которая с такими же скоростями ходит. Сайпан сейчас там ходит с какой скоростью? Не знаю, думаю, что где-то 250. Не могу точно сказать, но, например... То же самое, что у нас Rail Балтика. Ну да, но вы не забывайте, что сейчас российское правительство начинает строить рядом, параллельно этой дороге, высокоскоростную дорогу, где скорости будут 400. И мы не забываем, что TGV, например, во Франции уже в 70-х годах ходил со скоростью 400. Ну, то есть эти технологии 50 лет. Мы сегодня строим устаревшую технологию. Кроме того, мы сегодня строим электрифицированную железную дорогу. Самое дорогое в железной дороге – это столбы электрификации, так я упрощаю. Да? То есть вот все эти кабеля, подстанции, контактный провод – это самое дорогое в этом. А не рельсы? Нет, не рельсы. Рельсы – это довольно просто, дешево и так далее. Ну ладно, если исключение мостов, да, все остальное почти ничего не стоит. Самое дорогое – это электрификация. Сегодня, когда мы стоим на пороге, ну, скажем, водородного двигателя, ячейки и так далее, когда у нас уже мы можем производить скажем, энергию рассеянно и такую же галактическую, строить, соответственно, электрифицированные столбы, это просто глупо. Сегодня никто этого не делает. Сегодня, в принципе, ждут этого прорыва, чтобы уже на локомотивах вырабатывать электричество, скажем, там, допустим, с помощью водорода. Хотя даже дизельные двигатели, в принципе, приносят меньше ущерба окружающей среде, чем электростанция, которая производит электричество и которая в одном месте отравляет природу. Потому что рассеянное загрязнение всегда лучше, чем концентрированное, да, так скажем. Поэтому зачем мы это делаем, тоже нам это совершенно для меня не ясно, да, в этом вопросе. То есть можно было делать путь тогда уж, но без электрификации, тогда уж ждать этого прорыва. Хотя если посчитать сегодня даже, сколько... Сегодня просто технологии водородные затратные, дорогие. Вот одна вещь. Они есть, все, пожалуйста, не проблема никакая, но они дорогие. Но если посчитать стоимость капитальных вложений в электрифицирование железной дороги и по сравнению с тем, сколько стоит ездить на водороде, ну, конечно, на водороде будет дешевле. Так что мы строим устаревшую дорогу с низкими скоростями по старым технологиям. Это даже полдела. То есть вы эстонцы строите, мы латыши пока не строим? Нет, я в целом говорю про проблему. Да. Вторая проблема, которая есть, она уже латвийская проблема. Поскольку мы понимаем, что грузов не будет, ну просто их нет, грузовой базы, нет ее как таковой, да, это будет пассажирская дорога. Пассажирская дорога должна выглядеть так, что она должна конкурировать с сегодняшним видом транспорта. То есть, в принципе, она должна конкурировать с Air Baltica, по большому счету, да, или там с автобусами. Да, то есть сегодня, так скажем, там, латвийский налогоплательщик будет финансировать Air Baltic и Rail Baltic, которые конкурируют между собой. Соответственно, если будут поезда, людей будет на поездах, не будет на самолетах, значит, надо будет доплачивать больше, ну или наоборот. Да? Значит, но если сегодня по нынешнему плану, как я понимаю, дорога не будет заходить в центр Риги, а будет идти там где-то через Саласпилс, тогда она вообще теряет смысл. Поскольку никто из Сталина в Саласпилс не поедет. А рассказ, что кто-то поедет из Сталина в Вильнюс, это тоже абсурд. Никто не будет ехать несколько часов, там, 6 часов до Вильнюса, когда можно за 1,5 часа долететь на самолете. Это не работает. Вот расстояние 300 километров Таллин-Рига работало прекрасно бы. Вот тогда надо, чтобы Латвия построила дорогу до центра города. Чего сегодня, по-моему, нет. Поэтому в целом, уже не говоря про то, что это подорожало там в несколько раз все это строительство,
В целом мы опоздали с этой железной, ну, это как я в саммари говорю, мы опоздали с этой строительной дороги этой, и сегодня она просто бессмысленна, надо себе это признать и этот проект закрыть. Ладно, но любой патриот вам скажет, а как же военная мобильность, а как же военные грузы, геополитика, 2025 год. Что нам грузы гражданские, что нам пассажиры, а нам, знаете ли, танки – необходимый момент, необходимое место. Ну, знаете, это скажет необразованный и неграмотный патриот. Потому что давайте посмотрим первую вещь. Во-первых, сегодня и так все танки возятся, и никакой нет проблемы перегружать их, например, на границах, там, скажем, Литвы. Да? В Литве перегружаются, они или в Каунасе перегружаются, узкая колея до Каунаса идет, и на границе Литвы. Можно перегружать и там, и там. В случае Rail Baltic ты будешь перегружать их будешь тогда в Риге или в Таллине, но все равно перегружать. Потому что ты же не собираешься воевать в Риге. Ты же должен воевать в Даугавпилсе. А чтобы доехать до Даугавпилса, эти танки нужно довести туда. Поэтому, по большому счету, где перегружаешь, в Каунасе или в Риге, нет разницы. Поэтому никакого военного смысла в том, что ты будешь перегружать чуть дальше, чем перегружаешь сегодня, нет. Тогда вопрос все-таки, а почему? Ну, то, что вы говорите, определенно имеет смысл. Мне, как человеку, ну, все-таки несведущему в темах железных дорог и логистики целиком. Но вроде как у нас имеется достаточно много государственных мужей и в Латвии, и в вашей Эстонии, которые вроде как должны это иметь в виду и с этим считаться. Тогда почему эстонцы, которые все-таки считаются в нашей Латвии людьми почти скандинавами, скажем так, почему они упорно эту железную дорогу, устаревшую, как вы говорите, никому особенно не нужную, почему они его строят? Ее. Ну, это уже, наверное, знаете, ну, вы же лучше меня даже знаете. Государство – это же каток. Вот он как катится, так и катится. Вот его запустить очень трудно и остановить очень трудно. И если какой-то уже проект создан, вот он так и будет катиться, катиться и катиться. Он будет потреблять ресурсы, деньги и, так сказать, силы и все остальное, он будет катиться. И остановить его всегда сложнее, чем запустить. Это кто-то должен взять на ответственность, политическую ответственность прежде всего. И сказать, знаете, стоп. Вот сейчас мы этим не занимаемся. У нас сегодня главная задача – это задача повысить обороноспособность балтийских стран. Это главная вещь, которую надо решать. То есть нам нужны, не знаю, там дроны, не знаю, нужны окопы, я не военный, не знаю, что еще. Но это вещь, которую надо сегодня решать. А заниматься двумя вещами сразу, это знаете, как, если вы сказали анекдот, я вам тоже пошучу по этому поводу. Если вы одной рукой ведете машину, а другой обнимаете женщину, то знайте, что оба дела вы делаете плохо. Поэтому в этом смысле мы не должны делать одновременно два вещи. Давайте сосредоточимся на одной вещи и будем делать ее. Если сегодня обороноспособность номер один, с чем я полностью согласен, потому что если, так сказать, мы проиграем, скажем так, потенциально в войне, тогда все эти дороги не нужны будут тоже. Поэтому давайте решим сначала первую задачу, которая важная задача. Ну, если мы проиграем, то грузы из России опять будут, но не нам. Ну, но не нам. Да. Мы же не рассматриваем вариант, так сказать, жизни под оккупацией еще раз. Ну, по крайней мере, я не рассматриваю. Вот, поэтому, да, поэтому давайте, говорю, решить. Это, кстати, в бизнес в этом смысле, он, ну, нормальный бизнес, он довольно логичный. Мы всегда в бизнесе выбираем главную задачу, упрощаем, так сказать, уменьшаем и не распыляемся. И когда мы точно понимаем, что мы делаем одну вещь, потом вторую. Ты не можешь делать 10 вещей сразу одновременно. Тогда у тебя ничего не получается. Ладно, одно дело – это железная дорога, скажем так, будущего, но у нас еще есть железная дорога, которая уже существует. И тут у нас ситуация такова, что, например, ну ладно, мы все про Эстонию до Эстонии возьмем, например, Литву.
Литве есть государственная железнодорожная компания, которая, несмотря на геополитические условия, ситуации и так далее, как-то умудряется работать с прибылью из года в год. И у нас есть латвийская железная дорога, которая еще 10 лет назад тоже работала с прибылью. Но с тех пор, вот вы говорите, вот если что-то, какой-то большой бизнес или государство катится, то оно катится. Вот, но мы видим, что литовская железная дорога по-прежнему катится более-менее уверенно, с плюсами. И есть латвийская железная дорога, которая катится, ну, в принципе, под откос. Латвийская железная дорога, которая требует от государства много десятимиллионные дотации, из года в год увеличивающиеся, которая сокращает число сотрудников тысячами, ну и так далее, и так далее. Вроде геополитика одна и та же в России. Там российские грузы, тем более, что мы слышим, что латвийская железная дорога по не совсем понятным или, может быть, очень понятным причинам принимает те грузы, от которых эстонская, например, железная дорога отказывается. Почему так? Опять, что не так? Опять климат, почва. Ну, я бы сказал, вы сравниваете в данном случае несравнимые вещи. Давайте объясните. Да, потому что литовская железная дорога всегда жила на деньги Путина. Она и сейчас живет на деньги Путина. То есть основные деньги, которые сегодня получает литовская железная дорога, это деньги московские за транзит на Калининград, который увеличивается или не увеличивается, они повышают цены и все остальное. Поэтому здесь сравнивать, скажем так, и этот источник, так сказать, московских денег, он у них всегда был основным, и сейчас он есть основной. Поэтому сравнивать с тем, что у них есть этот источник, а у нас его нет, поэтому это и разница. Поэтому это не совсем сравнимые вещи. Здесь больше надо сравнивать Латвию и Эстонию, где плохо в обоих странах. И это тоже понятно, потому что у нас нет этого груза, как я сказал, и его не будет. Вот это мы должны тоже понимать. Никогда не будет в Прибалтике того объема груза, который был до, скажем, даже не до войны, а возьмем, там, не знаю, там 20 лет назад, да, там, что он все время уменьшался, и в конце концов до войны он был чуть побольше, но все равно мало, да. Никогда. И я объясню, почему. Это даже не политическая проблема. Это проблема, на самом деле, экономическая. То есть, почему у нас был груз? Потому что мы первые построили хорошие, современные, серьезные порты. Точнее, терминалы в портах. Чего у русских не было. И мы пользовались этим. Да, мы были эффективны, мы были очень удобны, мы были понятны и так далее. Почему мы их построили? Потому что наши предприниматели не боялись брать риски, и у нас наши банки не боялись это финансировать. В России в то время не было ни денег, ни, так сказать, бесстрашных инвесторов, да, и поэтому мы этим пользовались. Но со временем все построили. Сегодня, не знаю, там Усть-Луга, например, который конкурирует, скажем, там, с таллинскими или эстонскими портами, там 120 миллионов тонн груза и так далее, там со суперсовременные терминалы и прочее. То есть, ну, терминал это же не какой там rocket science, да, это простая вещь, на самом деле. Простые вещи, которые просто нужны деньги и время. Это все сегодня построено. Поэтому даже если не будет политического нюанса в отношениях, груз просто экономически не вернется, потому что там ближе. Просто ближе. То есть, если так обобщить, то латвийское правительство может смело и уверенно говорить, ну вот то, что у нас уже 3 квартала подряд рецессии, валовой национальный продукт сокращается, это объективно. Ну что вы хотите? Ну вот и вы, специалист в одной теме, говорите, что это ситуация Литвы и ситуация Латвии, ситуация Эстонии несравнимы. У нас все просто
обязательно должно быть плохо, и потому у нас все и плохо. Или не так? Нет, не так. Транзит, на самом деле, влияние транзита на экономику, оно всегда преувеличивается. И раньше преувеличивалось. Что как будто транзит кормит Латвию. Неправда. Никогда транзит Латвию не кормил. В Эстонии в лучшие годы доля транзита составляла 4%. Сейчас? 0,0000, там ее вообще нет, да, то есть никакого влияния, большого влияния транзит на экономику страны не оказывает, это неправда. Поэтому мы все хотим, я неправильно, что я транзитный предприниматель, да, но все-таки я связан с железной дорогой, поэтому мы возим эти грузы, да. И мне очень нравится, когда сказать, вот все, от нас зависит все. Вот мы тут кормим всю страну. Неправда. Ничего мы не кормим, поэтому есть транзит или нет транзита. Конечно, когда он есть, это хорошо, это плюс, но если его нет, никто не умрет. Поэтому проблема в рецессии, кстати, в Эстонии тоже рецессия. Значит, проблема рецессии – это не проблема транзита, хотя это, конечно, скажем так, добавило немножко, да. Это проблема, что у нас остальные секторы экономики не производят или меньше производят, или работают хуже и так далее. А почему? Много факторов. Извините, но в Эстонии я что-то не слышал, что 3 квартала подряд... Нет, у нас тоже рецессия. Для нас, поскольку Эстония, в моем понимании, слишком завязана на скандинавский рынок, то, скажем, падение потребления в Скандинавии отражается очень быстро на Эстонии. И, так сказать, у нас тоже, в общем, ничего хорошего. Инфляция такая же, как в Латвии. В Латвии, по-моему, 4,1 за первый квартал, у нас там 4,6 или что-то такое. То есть зарплаты растут сумасшедшим образом. Мы становимся все больше неконкурентоспособными из-за того, что из-за роста зарплат. Инфляция растет, услуги растут. Я бы сказал, у нас сегодня схожие проблемы с Латвией. Я не скажу, что мы имеем какую-то волшебную таблетку, которую не имеет Латвия. Наверное, многие латыши, которые смотрят на своих северных соседей, бы, может быть, точка зрения другая, но они бы с вами не согласились, они бы говорили, вот в Эстонии там же, знаете, там среда предпринимательская среда совершенно другая, там правовая среда совершенно другая. Тут они как бы, знаете, стереотип, что Литва – это более-менее Польша, Эстония – это более-менее Скандинавия, а Латвия – это, даже не будем говорить, что именно. Как вы это ощущаете? Я, например, если вы скажете полякам, что Литва более-менее Польша, я думаю, поляки очень удивятся, потому что как раз поляки не считают, что литовцы им близкие по духу, считают очень даже наоборот. Это если так уж говорить про стереотипы. Ладно, будем говорить серьезно про предпринимательскую и правовую среду. Отличие... Да. Вы человек, у которого предприятие и в Эстонии, и в Латвии. Правовую среду вы отлично знаете по собственному опыту и там, и здесь. Да, я бы сказал... И не только по собственному опыту, так что... Я бы сказал, что различия чувствуются, это правда, да. То есть правовая среда действительно... Я извините, перебью, но просто у меня есть немало эстонских знакомых. Они, конечно, много чего имеют сказать относительно правительства, политики и так далее, но в них я не ощущаю того чувства, что они... в них нет апокалиптического чувства, если так можно сказать. Они все-таки настроены весьма оптимистично. Они сохранили веру в том, что их правительство – это все-таки эстонское правительство для жителей Эстонии, а непонятно для кого.
тут, может быть, вы заметили, может быть, нет, ощущения немножко другие. Я с вами тут согласен. То есть мы все равно, так сказать, патриоты своего правительства, и поддерживаем свое правительство, хотя у него тоже много ошибок, как у любого. Это нормально, когда ошибки есть. И различия есть. Да, различия чувствуются между Латвией и Эстонией, это безусловно. Знаете, у меня такое чувство, что это проблема, даже сказать, первое, в Латвии чувствуется, что очень много государства, что очень большое, толстое и все время растущее государство. То есть я имею в виду бюрократию. Бюрократия вообще, знаете, она как находится в газообразном состоянии, она заполняет все пространство, что ей дают. И вот в Латвии оно реально заполняется. Вот для примера я скажу, например, в Латвии, по-моему, 10 разных полиций. Вот если начнем, там, не знаю, таможенная, налоговая, финансовая, экономическая, КНАП, САП, полиция безопасности, просто полиция, дорожная. То есть рук не хватит. В Эстонии всего 2. Всего 2. И понятно, что когда эта бюрократия вот так вот развивается, как она есть, во-первых, она требует огромных ресурсов из бюджета, то есть бедные налогоплательщики должны платить. А во-вторых, они точно работают неэффективно. Они же мешают друг другу. Невозможно, чтобы такое количество было. Я даже расскажу один курьезный случай, такой почти анекдотический. Я еду из Эстонии в Латвию на машине. И в Айнеже меня останавливают, и подходят парни, значит, в такой черной красивой форме. Значит, они, как вот Штирлиц был в кино, если у нас, такие, прямо вот... останавливают, все, я открываю окошко, и смеюсь, я говорю, вы кино снимаете здесь? Вы кто? Новенькие такие все. Они говорят, нет, мы таможенная полиция. Я реально начал смеяться, говорю, что существует такая? То есть бюрократия создает себе все больше, скажем, она размножается, да. И вот здесь, конечно, политики должны были это ограничить. То есть, явно, что в Латвии там больше 2 полиций не нужно. Все просто ликвидировать нужно, или там слить их, или как-нибудь все остальное. Сегодня, по-моему, уже половина денег в Латвии идет от государства, через государственные и муниципальные бюджеты. В Латвии огромные государственные компании. Вы, наверное, вы знаете, конечно. В Латвии даже это телефонная связь. Государство занимается телефонной связью, это мобильной. Частично. Да, то есть, налогоплательщик, в принципе, обеспечивает звонки по телефону. Это ему зачем? Может быть, вы не знаете, но латвийское государство очень хочет выкупить остальную половину. Да вы что? Да, у скандинавов. Так, чтобы наверняка. Тогда надо покупать еще рестораны и парикмахерские. Тогда вот государственные парикмахерские было бы... зачем это? Зачем нужна государственная железная дорога? Зачем? Зачем налогоплательщику менять масло или колодки в тепловозах, например? Да? То есть вещи, которые... говорю, бюрократия, она будет себя все больше, больше и больше. Это нужно реальное политическое решение. Мы просто закрываем это все. Этого не надо. В Латвии там больше всего прокуроров на душу населения в Европе. Серьезно? Да, такая и статистика. Зачем? То, что больше заключенных, чем нет, в Эстонии, например, это я знал, но прокуроров тоже, да? Прокуроров больше всего в Европе на душу населения, а заключенных, я вам скажу, в Латвии в тюрьмах сидит 177, если правильно помню, 177 человек на 100 тысяч человек, а в Финляндии 52. А в Эстонии сегодня тюрьмы пустуют, и сегодня мы предлагаем свои тюрьмы в аренду, и мы хотим импортировать заключенных из Англии и так далее, может, из Латвии теперь будем еще экспортировать, предлагаем услуги по продаже мест в тюрьме, потому что мы поменяли настолько идеологию в стране. У нас сегодня почти заключенных становится с каждым днем все меньше. То есть суды не дают реальных сроков. То есть вы хотите сказать, что в отличие от Латвии, Эстония даже новую современную тюрьму не строит? Построила, и она пустая. Она построила, и она пустая сейчас. Потому что, в принципе, все, что мы сделали, это политическое, опять же, решение. Во-первых, сегодня там за экономические преступления никто реальных сроков не дает. Потому что, например, человек платил налоги, мы тогда его вынимаем из общества, он переплатит налоги, и сажаем в тюрьму, и платим за него. Один заключенный обходится в Эстонии в 3000 евро в месяц. Мы пенсионеру платим 1000, а на заключенного тратим 3. Лучше эти деньги отдать пенсионеру, может быть, все-таки, чем платить за заключенного.
То есть и сегодня эстонские, ну, скажем, суды, и прокуратура даже больше, прокуратура, она не требует за экономически вообще реальных сроков. Ну, иногда дают шоковое заключение, там, 2 недели. Да, там. Все кончается деньгами, в конце концов. Ты заплати штрафы, заплати это и так далее, и так далее. Или, например, вот система оппортунитета тоже. Вот в Латвии до сих пор ее нет, я даже не знаю почему. 20 лет уже, как в Эстонии, работает система оппортунитета. То есть вы не знаете, что это? Нет. Это в законе. Это закон выглядит так, что, например, ну, ты что-нибудь сделал, не знаю, там, мелкая кража, предположим, там, не знаю, там, или там что-то, там, мошенничество какое-нибудь, там, неважно что. Это может быть и коррупция, и все, ну, кроме убийства, конечно, да, то есть мы не говорим про преступление против личности, да, там все понятно. Человек опасен и так далее, его надо задержать в тюрьму, чтобы он не убил никого больше. Мы говорим про экономические преступления. Тебя приглашает прокуратура и говорит, давайте в порядке оппортунитета договоримся и закроем это дело. Оппортунитет означает, ты не признаешь вину. Не признаешь. Это не надо как признание. Это просто, значит, не признавая вину, тебе прокурор говорит, давайте, там, ты заплатишь там 10 тысяч евро, и мы закрываем это дело. Или там, он говорит, 100 тысяч. Ты говоришь, нет, 100 не хочу, да 50 давайте. Там. Ну, договоритесь на 75 и закрываете это дело. То есть прокуратура получает, как будто государство получает все расходы, что оно понесло на тебя до этого. Ну, там тебя за тобой следили, там что-нибудь записывали, ну, какие-то расходы. Плюс получает какой-то в бюджет дополнительные деньги. Система оппортунитета применяется настолько часто в Эстонии, что, не знаю, там половина дел, ну, я не буду статистику, я не знаю точно, да, там не доходит до суда, потому что это закрывается в прокуратуре таким путем. То есть мы получаем деньги в бюджет, и мы не тратим деньги на длинный процесс. Зачем нам нужно, там, не знаю, года тратить на процесс, судьи, прокуроры и все остальное? И что будет в конце? Но мы же не хотим человека в конце... Справедливость, нет? Это вопрос общественного интереса. А нужно ли нам, как обществу, тратить там, 3 года на процесс или там, 5 лет на процесс против какого-то человека? Зачем? Нам не надо этого. Надо закрыть эту страницу, получить с него деньги и закрыть это дело. И у нас преступность, как вы понимаете, никак не выше, чем в Латвии. Несмотря на то, что в Латвии достаточно своеобразная правовая система. К латвийской правовой системе еще вернемся, но вопрос такой. Может быть, вы знаете такого латвийского предпринимателя, такого довольно мифологического, я бы сказал, Юлиса Круминш, который вот только что у него закончился уголовный процесс, который шел 10 лет. 10 лет назад его задержали из-за того, что его дочь дала взятку бутылку шампанского за 30, тогда уже евро. И он пообещал там какому-то государственному инспектору устроить ее сына в полицейский колледж. Этот процесс длился 10 лет, прошел все инстанции, прокуратура там требовала то, все. В конце концов его осудили ему пришлось заплатить штраф, пару десятков тысяч ему и его дочери. Он посчитал в каком-то таком простеньком аудите, что государство весь этот процесс стоил, примерно, не помню, там за 300 тысяч евро. Все вместе, там все оперативные действия. Как бы это произошло в Эстонии? Что было бы в Эстонии в таком случае? Коррупция, шампанское, 30 евро, там хотел что-то, какие-то блага получить, не получил, правда. Во-первых, я скажу, что, конечно, у нас в компании нулевая толерантность к коррупции. То есть это вот совсем нулевая. То есть коррупция, это, наверное, самое страшное зло, которое существует, и с ним надо бороться жестко, четко и так далее. Это даже без всяких сомнений. У нас очень сильная, кстати, служба безопасности. Мы ездим на разные там курсы, нас обучают там специально обученные люди и так далее. Мы очень серьезно занимаемся вопросом коррупции, потому что у нас большой концерн, там все-таки работает там 1000 людей, поэтому мы должны этот вопрос контролировать и так далее. Поэтому вопрос коррупции, для нас неприменим, неприемлем. Это первая вещь. А теперь вопрос, встанем на сторону государства. Вот этого я все время думаю. Да? Вот
вот то, что я говорил. У тебя есть какой-то... Ну, ущерба в этом смысле, я понимаю, не было, как вы сказали. Я не знаю, кроме Миши, я никогда его не видел. Да? Значит, ущерба как будто не было. То есть ущерб государству как будто не нанесен, если по вашим словам. Там какая-то стройка шла, что-то не было построено вовремя, какие-то да, пандусы. Но налогоплательщики не пострадали. Нет. Если налогоплательщики не пострадали, это абсолютно точно, это был бы, как я сказал, оппортунитет, с него бы взяли в самом начале процесса, не знаю, 10 тысяч и сказали, все, иди, больше так не делай. И это совершенно нормальная вещь, потому что, государство в принципе же это, условно акционерное общество. И премьер-министр должен думать, как сделать его богатым. То есть у него должны быть большие доходы и маленькие расходы. А когда сегодня мы тратим расходы ради чего? Чтобы оштрафовать его потом через какое-то время. Даже, слава богу, оштрафовать. А если бы посадили, представляете? Мы бы еще по 3 тысячи в месяц платили за то, что он там сидит. Зачем? Это вещь, которая, мне кажется, должна понятна быть каждому вашему слушателю, читателю. И кровожадность очень красиво. Давайте там, не знаю, посадим, убьем и все остальное сделаем. Пока не за его деньги. А когда скажут, хорошо, мы посадим, но ты будешь платить ему зарплату, ты скажешь, не надо. Зачем я буду платить? Я не буду не зарплату, а содержание. Да? Зачем? Я этого не хочу. Как только человек понимает, что вся эта система судебная, тюремная там, и вся остальная, это он платит, тогда он скажет, нет, такой не хочу. Да мне бог с ним, пусть, как вы сказали, Круминш гуляет на свободе, чем я за него буду 300 тысяч платить. Я не помню фамилии эстонского инвестора, но сравнительно недавно был интересный случай про невероятные приключения эстонского инвестора Латвии, который понял всю сущность латвийской правовой системы на собственной шкуре. Может быть, вы можете немножко подробнее, вы же знаете. Он был Хенрик. Да. Это было в Эстонии это было довольно такой, как холодный душ, это правда. То есть я не все детали помню, но это было примерно так. Его звали Хенри Треуде или как-то так. Тройде, да, как-то так. Да, парня позвал Норвик Банк в совет какой-то компании латвийской, там, Винержа или как-то так. То есть господин Гусельников. Что-то такое, да. И он глава, он владелец и глава инвестиционной компании эстонской, его нормально позвали как эксперта в этот совет. Что-то там пошло не так. Какое-то мошенничество и так далее. Оно, может быть, и было мошенничество, я не знаю, это не вопрос. Но он получил он 10 лет судился, и получил реальные 3 года тюрьмы. Здесь в Латвии? Да, здесь в Латвии, да. Сейчас там, еще, так сказать, не пришел отбывать наказание, там, так сказать, собирается, когда выбирает время, когда он будет отбывать наказание. Понятное решение суда, есть решение суда, мы его не обсуждаем, это нормально, да, то есть ты не можешь... Вообще нужно жить, я все время говорю, по закону, а не по справедливости. Если закон есть, какой есть, такой есть, надо выполнять его, да, к сожалению. Но здесь проблема с законом, потому что, опять же, деньги все вернули. Все вернули, ущерба нет. Зачем нам нужно, теперь уже нам с вами, мы будем 3 года его кормить в тюрьме? Зачем? Вот где эта логика? Знаете, мне все время, так сказать, я вспоминаю эти, скажем, идеи Ницше по этому поводу. Фридрих Ницше говорил, что тюремное заключение необходимо в 3 случаях. Первое, когда человек опасен для общества. Понятно, да, чтобы он никого не убил. Второе – это перевоспитание. Да, то есть он был в плохой компании, приходит в тюрьме и, не знаю, там, попадает в общество интеллигентных людей и выходит перевоспитанным. Во что я не верю, но так Ницше считал. И третье – это месть. Мы должны заставить преступника страдать так же, как страдали его жертвы. Что все вещи логичные, да, кроме перевоспитания, в моем понимании, да. То есть месть, да, то есть если он, не знаю, причинил какое-то зло каким-то людям, да, надо страдать. Но если в этом случае нет пострадавших, да, теоретически пострадала какая-то мораль где-то, да, тогда пусть он за эту мораль заплатит. Зачем нас наказывать этим? Нас же наказывают, мы за это платим. Вот это проблема. И то, чего в Эстонии сегодня нет. Я как сказал сегодня, новая тюрьма, тартусская построенная тюрьма,
сегодня пустая, потому что эстонское государство поменяло принципы применения законов. Сегодня статьи остались те же, но прокурор никогда не просит реального заключения. Просит или шокового, или договариваться за деньги. Какие у вас прогнозы относительно латвийской новой тюрьмы? Видите ли вы здесь какую-то перспективу соответствующей смены отношения к применению закона? У вас же, в конце концов, есть и собственный, тоже десятилетний опыт по отношениям с латвийской правовой системой. Да, это тоже правда. Мне кажется, что все-таки вот поменять вектор, что государство перестает вот так просто тратить деньги налево-направо, кормя бюрократию, это политическое решение. А зависит ли это только от такого общего политического консенсуса, или все-таки здесь речь о конкретных личностях, которые занимают конкретные посты и осуществляют конкретную политику? Правовую, неправовую? Ну, то есть вы говорите, как я это понимаю, что появится, скажем, в Латвии новая партия, которая выиграет когда-то на выборах, создаст новую коалицию, и вот эта вот коалиция поменяет отношение к применению закона. Действительно ли так это работает в стране, где, в отличие, например, от той самой Эстонии, иллюстрации судей никогда не происходило? Знаете, я не говорил про новую партию. Я говорю о том, что могут и действующие партии, если политики все-таки решат, что надо заниматься уменьшением расходов государства и повышением доходов государства, это могут и сделать действующие политики. Здесь не надо быть очень умным. Это простейшая вещь. Вот. Поэтому здесь не надо нам ничего ждать. Товарищ Сталин в свое время эту проблему решал как раз другим способом. Если что идет не так, то надо репрессивный аппарат не сокращать, а как раз увеличивать. Больше сотрудников, больше тюрем. Закрутим все гайки, и все пойдет. А что мы достигнем? Вот давайте посмотрим. Конечно, эта схема, при которой половина населения сидит в тюрьме, а вторая половина их охраняет, она, конечно, практически полностью ликвидирует преступность. Это правда. Да. Но это всегда же вопрос затрат на охрану и вопрос, что украли. Это вот как в наших предприятиях, и везде так. Всегда руководитель смотрит. Ты можешь сделать так, 100% у тебя не воровали. Ты поставишь на себя на заводе голый режим, все будут раздеваться до, проходной проходить голыми через проходную, обратно и так далее. Ты же можешь поставить максимально дорогой режим, при котором не крадут ничего. Но он будет так дорого стоить, что пусть лучше украдут. Это логика всех охранных компаний. Сколько тратишь ты на, скажем, на охрану? Поэтому и где-то это и есть грань. Вот выше чего не надо, уже пусть лучше воруют. Поэтому я бы сказал, что подход товарища Сталина привел, честно говоря, к неэффективной экономике. Жить в страхе и работать в страхе – это неэффективно, поскольку все-таки только свободный человек эффективный. Поэтому ты должен доверять своему государству, не нужно бояться. Кстати, еще одну вещь про правовую систему я скажу, не знаю, знаете вы или нет. В Эстонии, если тебя тайно прослушивали, тебя приглашают в тот орган, который прослушивали после этого, и дают тебе все материалы, что тебя записали. Кто, когда, что записывали и что записали. То есть поскольку право человека на личную жизнь – это конституционное право, и кроме того, ты же налогоплательщик, ты же как раз платишь государству за то, чтобы оно обеспечило твои права. Поэтому тебя знакомят со всеми собранными материалами в случае тайной слежки. А в Латвии вы не поверите. В Латвии это государственная тайна. Как тебя прослушивали, кто, когда и где, это государственная тайна. Ой, я поверю, я это знаю. Я смотрю с такой улыбкой, я говорю, как это?
Ну, вы же работаете на налогоплательщика. Вторая вещь. В чем проблема в том, что вы расскажете, что вы записали? У полиции должна быть право прослушивать. Это нормально. Ну, суд разрешает, это нормально. Но после этого налогоплательщик должен ознакомиться с этим же. Это же, ну, естественный вопрос. А в Латвии неестественный. Знаете, я смотрю на вас и удивляюсь, как вы можете на это смотреть с улыбкой, потому что, ну, я не следил за вашим 10-летним процессом, но несколько вещей я все-таки заметил. Я заметил, например, то, что, ну, как я понимаю правосудие, ну, есть прокуратура, которая выдвигает обвинение, ну, идет суд, получилось хорошо, не получилось, ну, что поделаешь. Раз в Латвии нет того подхода, который есть в Эстонии, ну, вот, сделал что-то плохое, заплати и уходи. И не делай так больше. В Латвии я вижу что-то совершенно другое, что у прокуратуры первой инстанции ничего не получается, а мы пойдем другим путем, как сказал известно кто. Мы выдвинем новое обвинение, другое. А еще другое. Поменяем еще раз, и еще раз. Ну, вроде как создается ощущение, что это не система правосудия, это, ну, нечто более похожее на войну, где противник должен быть уничтожен любым способом. Вот если не в тыл, то с фланга пойдем. Это хороший вопрос. Вы знаете, я сейчас на него отвечу про это дело пару слов поподробнее потом. Давайте. Да? А я сначала скажу вам менталитет. Вы знаете, в этом смысле правда. Я в Латвии чувствую этот вот, ну, назовем его таким восточным менталитетом, так, наверное, да? Вот это так, в этом я очень извиняюсь перед латвийскими людьми, я не хочу их оскорбить, но вот это такое чувство. Знаете, вот есть шикарная песня Булата Акуджавы, грузина Булата Акуджавы, он в Белорусском вокзале ее пел, там, эту песню, там, про десантный батальон и так далее. И там есть такие слова: «Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Красивая песня и так далее. Угу. Вот это чувство, что мы за ценой не постоим, оно в Латвии реально присутствует, правда. То есть нам не важна цена. Мы готовы, не знаю, все что угодно, чтобы мы выиграли. Правы мы, не правы, неважно, но нам нужно выиграть. Вот это чувство, я говорю про, скажем, прокуратуру, да, это чувство, что мы должны выиграть. Это почему? Потому что очень красиво, мы же видим с вами массу фильмов, где прокурор стоит и говорит: да, я думаю, наверное, он не прав, но у меня нет доказательств, я снимаю обвинение. Когда это в Латвии говорили такого? То есть я к тому, что вот здесь как бы это надо любой ценой победа. А если говорить про дело, вы знаете, 4 раза поменяли обвинение. 4 раза. Официально 4 раза поменяли обвинение. Да? Просто на черно-белом. Давайте по поводу дела все-таки опять вспомним анекдот про портных. Если вы думаете, что в Латвии такой средний зритель вообще помнит, о чем дело, ему скажут: Магонис, Латвийская железная дорога, 500 000 евро, 500 где-то пропали, он еще что-то вспомнит. Но это все. Знаете, Давайте в 3 предложениях. Да, я напомню, знаете, я не совсем с вами согласен. Меня вез где-то год назад из Рижского аэропорта в центр города таксист, и когда прощался, латыш-таксист, он мне на плохом русском сказал: знаете, вам удачи в суде, потому что вы правы, и мы все хотим, чтобы вы выиграли. Это было очень трогательно, необычно, и я говорю: вы правда знаете? Он говорит: да, я знаю, что вы хотели помочь Латвии, помочь, так сказать, Даугавпилскому заводу, да, а вот вас там, так сказать, нечестно обвиняют, и мы на вашей стороне. Это было очень интересно, поэтому я бы не сказал, что об этом деле совсем не знают. И я бы не сказал, что сегодня среднестатистический зритель настроен, скажем так, ну, за прокуратуру, скажем так. Ну, я скажу так, у меня таксистов знакомых мало, и даже не помню, когда последний раз на такси ехал, но перед этим эфиром я поставил ролики на ТикТоке, на Ютубе с
просьбой, если у вас есть что-то, что вы бы хотели спросить относительно, ну, вот господина Синовскому, да о чем угодно, начиная от железной дороги, заканчивая процессом. Вот пишите ролики. Ролик посмотрели в общей сложности 1020 с чем-то. Вопросов было штук 10. Как ни странно, и, ну, то есть, он на самом деле маловатый, и они все были более-менее... О чем вообще? Что такое? Что случилось? Это очень хорошо, потому что на самом деле... Это то же самое, что с Круменьшем. Какая бутылка? Через 10 лет? Да кто помнит? На самом деле очень хорошо, потому что нормальный человек и не должен вот всю эту вещь знать, слушать, она не должна его интересовать. Это правда. Что людей интересуют понятные, разумные сегодняшние вещи, а не какие-то события десятилетней давности. Это очень хорошо. Это значит, что все-таки люди в Латвии нормальные. Это уже хорошо. Теперь по поводу процесса. Это была большая сделка. Про нее знали все, в нашем железнодорожном секторе знали все. Эстонские железнодорожники, латвийские железнодорожники, правоохранительные органы, я думаю, обоих стран. Надеюсь, что латвийские тоже, хотя они не признаются в этом. Значит, То есть, если я правильно помню, ту давнюю историю, то, что, когда вы ехали на встречу с президентом, тогдашним президентом Латвийской железной дороги Магонисом, то присутствовала и полиция безопасности Эстонии, да? Конечно, полиция безопасности. То есть они все знали? Они все знали с самого начала, они снимали нашу встречу, и это хорошо, потому что, вы знаете, у каждого большого предпринимателя, крупного предпринимателя, за ним всегда смотрят правоохранительные органы. И это тоже очень хорошо. Потому что большой предприниматель все-таки, или его бизнес, является для страны важным. И если что-то идет там не так и так далее, это риск для страны, риск для безопасности. Это правильно, понятно и так далее. Я уверен, что за всеми вашими большими предпринимателями в Латвии смотрит полиция по-другому, чем за маленькими. И это правильно. Это правильно. Это я все время говорю, что это правильно, потому что мы как общество должны страховать себя от таких вещей. Поэтому, кстати, я вас перебью все-таки. Да. Меня все-таки интересует эстонская права и среда. В Латвии Генеральная прокуратурой руководит человек, который, вступая на должность, сотрудникам как раз полиции и таможни сообщил, что он хочет знать об уголовных процессах, которые еще будут заведены на громких предпринимателей и предприятий. Он хочет об этих уголовных, еще не существующих процессах знать до их оформления. В Эстонии тоже так же? Не знаю. Не знаю. Этого я не знаю, но если вернемся, что вы говорили, да, действительно, полиция безопасности снимала нашу встречу, поскольку встреча была часть всех этих переговоров, которые мы вели, и суть их была очень простая, то есть поскольку в результате оккупации и аннексии Крыма мы ввели санкции против Российской Федерации, Российская Федерация перестала отправлять, Российская железная дорога перестала отправлять локомотивы на ремонт в Даугавпилс, что она делала 100 лет подряд. То есть всегда отправляла. То есть мы каждый год имели эти заказы. Они резко снялись в 2014 году. Мы остались без работы, потому что сразу там, 60% было заказов российской дороги. Были огромные убытки. Но русским это тоже нужно было отправлять, потому что они тоже где-то должны были ремонтировать, и для них тоже была проблема, что негде. Но это было политическое решение. И Удис Маганис, он был в очень близких личных отношениях с президентом Российской железной дороги Владимиром Якуниным. И я, так сказать, просил его, это моя инициатива, я просил его, чтобы он пролоббировал это разрешение, поскольку на среднем уровне все было решено, все были согласны, контракт отправлять дальше. Но политическое решение нужно было от него. Уровень Якунина, если помните, он даже баллотировался. Нет, не баллотировался. Он был реальным претендентом на место Путина. То есть, когда Путин закончил срок, все говорили, что преемником, наверное, будет Владимир Якунин. То есть у него был очень высокий уровень. Да, но потом у него там нашли шубохранилище, много чего, да. Все правильно. Не знаю, специально нашли или случайно, но...
Разумеется. Да. Ну вот, да, и поэтому цель была такая, чтобы УДИС пролоббировал этот контракт. То есть, в принципе, нужно было кивок от Владимира Якунина, чтобы мы получили эти заказы. И как любая услуга, это нормально, комиссия от суммы контракта, это в нашем бизнесе это обычная история. Кроме того, Магнис не считается чиновником по закону Эстонии. То есть у нас председатель правления государственного акционерного общества не является чиновником. Поэтому это обычная сделка между частными лицами, причем в Эстонии. На территории Эстонии, в Эстонии, она вся и происходила в Эстонии. То есть эстонские правоохранительные органы об этой сделке все знали с самого начала. Абсолютно. У них не было, до сих пор нет никаких претензий к вам. Нет. Зато есть у латвийских. Так что там можно... Ну ладно, первое обвинение понятно, но что можно 4 раза менять? Вы сами теперь знаете, в чем именно вы обвиняетесь? И в чем больше не обвиняете? Ну да, вы знаете, 4 официально, а где-то год назад поменяли в 5-й раз. Обвинение уже в дебатной речи прокурор сказал, что... До этого он говорил, что мне нужно было получить доброжелательное отношение... Значит так, мне нужно было получить доброжелательное отношение к компании Skinnes Rail при продаже ими тепловозов на Риттер-состава сервис. Зачем нужно было доброжелательное, неясно. Они были одни на конкурсе, выиграли конкурс, по конкурсу поставили. Зачем нужно было? Ну, нужно было. Так это была формулировка в последнем обвинении. В предпоследнем. А в последнем, которое уже было год назад, он сказал, значит, нужно было право, я заплатил ему за право участвовать в конкурсе. Во-первых, это была серия продаж, это было 11 тепловозов всего было продано, это последние 4 сейчас, про которые идет разговор. И право всегда было. Почему оно пропало? Это право. Почему нужно было за это платить? Неясно. Но, знаете, уголовный процесс же очень интересно выглядит. Ты не можешь спросить прокурора. Вот он говорит, что, не знаю, земля плоская на 3 китах. И все, ты его не можешь его спросить, почему. Ты должен принести с своей стороны, не знаю, там, снимок Земли из космоса и сказать, вот, знаете, она круглая. И тогда суд решает, она плоская или круглая. Поэтому то, что прокурор, ну, как бы меняет обвинение, и что оно все как-то, ну, нелогичное, это узнаем только в конце, когда суд примет решение. Вот в этом как бы проблема. А почему меняли 4 раза, все очень понятно. Очень понятно, поскольку новое обвинение, которого раньше не было, мы приносим новые документы, новые доказательства, новые свидетели. Тогда прокурор говорит, да, не угадали. Следующее обвинение. Мы приносим снова, потому что мы же не знали, что раньше нужно. Это. И говорит, и тут не угадали. Ну, вот так вот. Но по закону можно. По закону можно менять обвинения бесконечно. Причем последнее обвинение вообще с первым близко не стыкуется. Ну что, вот так, да. Но мы думаем, что на самом деле, я верю в латвийский суд, что он примет правильное решение. Потому что вообще-то сегодня 2-0. Они еще что сделали, прокуратура? Поскольку они чувствуют, что 3 инстанции в одном процессе им маловато, они запустили ровно такой же параллельный процесс. То есть сейчас идут 2 параллельных процесса. Про одно и то же. Была это взятка или это была предоплата, да, в принципе. Только в моем случае против меня лично, а другой против компании. Вся та же обстоятельства, естественно. То есть я давал или не давал, это была предоплата или взятка. А смысл в чем? 6 попыток. 6 попыток. Все просто. Без всяких 6 попыток. То есть, сегодня они пока 2-0 в нашу пользу. Мы выиграли в Лимбеже и выиграли в Цессисе. Со 100% оправдательными приговорами, где сказано, что нет логики, никакой логики за какое-то доброжелательное отношение давать такие огромные деньги в процессе, где-то не нужно было просто. Там был отдельный конкурс, отдельная история, так сказать, и там не нужно было давать просто. И там даже прибыль была меньше, чем сумма взятки самой. То есть там логики вообще не было. И это все признали, это оба суда уже признали. У нас есть 2 решения 2 судов, которые это признали. Сейчас оба этих кейса находятся в окружном суде. Сейчас ждем, так сказать, решения 2 судей окружного суда по 2 параллельным процессам. Хотя параллельные процессы странно, но не запрещены в Латвии. То есть законодатель не предусмотрел,
что прокуратура может подавать хоть 10 раз на одно и то же в разные суды. Вот в нашем случае это интересный случай. Думаю, может быть, не первый, а может быть первый, но довольно оригинальный способ попробовать иметь 6 попыток вместо 3. Вот вы говорите, что вы оптимист по поводу латвийских судов, но вот вы рассказываете про этот процесс, я начинаю вспоминать. Например, вот вы упоминали Лимбургский суд. Я отлично помню, с чем сталкивался судья из Лимбурга, когда он начал принимать неправильные решения. По-моему, это все закончилось тем, что он уже после вынесения приговора должен был уйти в отставку и как-то закончил свои дни не очень хорошо. А еще я помню, что я побывал на одном из заседаний вашего процесса, и у меня создалось впечатление, что отношение судьи к прокурору совершенно, абсолютно другое, чем по отношению к вам и вашему адвокату. То есть то, что прокурор разрешается, вам категорически воспрещается. То есть я что-то слышал про равные возможности и так далее, так далее. Там, извините, этими не пахло. Или, может быть, я все-таки любитель в таких вещах. Что-то не понимаю, что-то не так оцениваю. По-моему, это было достаточно вопиюще. Это правда. Это все, что вы говорите, правда. В случае первом, то, что сказали про судью Лимбургского суда, да, это было, я бы сказал, неслыханно в правом государстве, когда министр юстиции, этого парня звали Борденс. Да, печально известный, да. Да, и, он все-таки министр, хоть он министр, печальный, но да, он министр, да, он же должность государственная. И когда председатель правовой комиссии Сейма, его звали Юрош, этого парня, вдвоем в прессе сказали, что судья принял неправильное решение, и мы уверены в том, что окружной суд исправит это решение. Но это неслыханно, конечно. Такое политическое давление на судью, это неслыханно. То есть после этого вот их нужно было точно арестовать в тот же момент, когда это сказали эти. Но, так сказать, так не произошло. Произошло то, что судью уволили, что правда, уволили, и он больше не работал, потому что он принял решение, которое не понравилось, какому-то истеблишменту, я не знаю, какому-то конкретно. Но в данном случае это была новая консервативная партия, которая как-то, в общем, в то время пыталась удержаться у власти. Вот они делали такие странные вещи. Это было нехорошо, это было очень нехорошо, это было прямо, так сказать, как я сказал. А что касается нашего процесса, да, это тоже заметно. Это я соглашусь с вами. Заметно, что судьи как будто бы воспринимают прокурора как часть. В данном нашем процессе до этого не было так. Я говорю, в тех 2 процессах, которые мы были, то есть, в ЦСИ в Лимбурге, там не было. Там все-таки судья четко делил, знаете, я вот судья, а вы тут между собой спорьте, я посмотрю. Здесь в этом процессе я бы сказал, что да, видно, что судья как будто бы воспринимает прокурора как часть своей системы. Это чуть-чуть выглядит странновато. Может быть, это потому, что он уже знает, что прокурор, новое место работы прокурора в Верховном суде? Это один из вариантов, потому что нам попался очень талантливый прокурор. Честно говоря, он умный, талантливый, способный. Его звали Марис Лея. Но вначале же был совершенно другой прокурор. Был другой, да. Но потом нам дали звезду прокуратуры, за что я очень благодарен, потому что... Хотя на самом деле, если бы не Марис Лея, то процесс бы, конечно, развалился бы давно уже, потому что он так его
мастерски склеивал эти все кусочки, потому что там же все факты, это же, знаете, был переход улицы на красный свет, а они пытаются сегодня сказать, что было превышение скорости, да, а машины просто не было, потому что вот чек-шоп, да, а теперь говорят, вы на машине превысили, а машины нет, и поэтому очень трудно эти факты как-то подогнать. Но Марис, конечно, был просто виртуозом, он так сложил вот всю эту комбинацию, что он сумел протянуть ее вот так долго, да. Поэтому в этом смысле он звезда, да. А может быть, и это хорошее отношение. Из-за того, что он уходит в Верховный суд, это все знали, да. Может быть, из-за этого. Хотя, знаете, здесь чуть проблема одна еще, которую вот я хотел сказать. В моем понимании, это в Эстонии точно так, но судьи настолько четко дистанцируются от прокуратуры, даже если на улице встречаются, они переходят на другую сторону. Потому что это и есть же, суть правосудия. Да? Вот там, не знаю, моего дедушку, скажем, там, Александра Андицова в 1937 году прокуратура обвинила, там, не знаю, что он там шпион всех разведок, отправили его в лагерь, и там, естественно, убили его. Да? Там, видимо, осталась там моя там, бабушка, да, был прадедушка мой, да, осталась бабушка и так далее, там, которая никогда не вышла замуж дальше, там целая трагедия семьи. И там было решение суда. То есть был прокурор, который писал, что вот японский шпион, и было решение суда, где они подтвердили, что это был японский шпион. Но это понятно, потому что в советское время суд выполнял, так сказать, задачи печати просто. Да. Вот что прокуратура принесла, то и проштамповали. Но сегодня это не так. И латвийские суды сегодня, я думаю, на самом деле очень высоком уровне. То есть мы видели, может, там 20 процессов у нас было в Латвии. Гражданские, те там... Предприятия, да? Да, предприятия, мы там какие-то там вещи. И я вижу, что латвийские суды сегодня на высочайшем уровне. Не все, не всегда, но в целом я не хочу сказать, что латвийские суды, скажем, там не разбираются, не понимают или очень сильно зависимы. Но в этом процессе правда. Отношение к Марису Лее было как к Богу. Это было чуть-чуть бросалось в глаза, да. Вот вы, в принципе, поете Азиану, прокурору Лее, но я то, что еще и помню из этого процесса, те факты, которые мне показались как-то абсолютно несравнимыми с каким-то здравым рассудком. Например, уникальное устройство Бюро по борьбе с коррупцией. То есть зритель опять, конечно, такие мелочи не знает, но вот это как-то это моя любимая тема, это я знаю хорошо, что дело основывается частично на прослушанных разговорах Удиса Магониса. КНАБ поставил прослушивающее устройство у него там в доме, по-моему, и около дома. Вот, и по тому, что господин Лея отнес в суд как часть обвинения, получилось, что это уникальное устройство проработало всю зиму, половину лета без смены батареек, что технически абсолютно невозможно. Просто невозможно. Это как, в моем понимании, там запустить велосипед, он едет сам по себе там неделями. То есть батарейки должны были быть сменены. Разрешения суда не было. То есть 100%, что это происходило незаконно. И прокурор Лея, который сейчас переходит на работу в Верховный суд, вот такое вот откровенно сфабрикованную часть обвинения несет в суд и там защищает. Как это возможно?
Ну, как? В том, что оно сфабриковано, я даже думаю, что... Нет, просто на взятку можно смотреть, что это взятка, то ли не взятка. На все можно смотреть пора, но есть какие-то, есть физика, которая не меняется, в отличие от установлений Уголовного кодекса. Я даже скажу, что даже не совсем так. Дело в том, что там суть такая была, что зимой было разрешение на проникновение в жилище. Да. Значит, а это само устройство, а устройство стояло на улице. Вы знаете лучше. Да, на улице и так далее. Конечно, значит, и оно как будто бы сработало в середине июля. То есть версия, которую сегодня говорит... Вот, знаете, Марис Лея это даже не говорит. Это как будто бы само собой. Вот он так прямо так не врет, да, что, знаете, что они поставили зимой, да, и оно лежало под снегом полгода, и потом сработало. Он как будто вообще про это не говорит. Он говорит, тут есть справка зимой, а сработало летом. И этот кусочек из середины убирает. Он в этом смысле пытается остаться честным все-таки. Понятно, что это такого не будет. Невозможно. Но так и не делали. Поскольку это ставили устройство тогда туда, куда вынес УДИС свою мебель, уличную. Поэтому никто зимой не мог знать, куда он ее вынесет. Поэтому ее поставили в конце мая. Это зашли, люди поставили, КНАП поставил, без разрешения, естественно. То есть незаконно? Конечно, незаконно. И по этому поводу даже был свидетель, его звали Василевич, бывший работник КНАП, который пришел и сказал в суде. Он сказал, да, это все незаконно, мы ходили туда как домой, взад-вперед, без всякого разрешения и так далее. Так далее. Это, все это сказал, все это есть в показаниях, это, материалах дела и так далее. Да, потому что и это тоже понятно, так это и происходит, потому что никто там особенно не заморачивается, что-то изменилось обстоятельства. Да, они должны были пойти спросить, конечно, в суде, видимо, поленились или поскольку, вы знаете, поскольку потом в Латвии же нет возможности проверить, как в Эстонии, где тебя пригласят и покажут, да, поэтому это вообще могло остаться неизвестным, как они ходили. Вот, да, и поэтому это абсолютно незаконное, но тут даже... Еще интереснее ситуация. Вы знаете, у них нет самой записи, самого документа же нет. Это уже мелочь. Нет, если у тебя нет никакого документа, то есть они отнесли какую-то такую смонтированную запись в свой же экспертный какой-то отдел, прокуратура отнесла, или КНАП отнес, да, и те написали, мы не можем подтвердить подлинность записи, потому что нет оригинала, а его нет. И вопрос сегодня в том, что какая разница, законно записывали, незаконно, если ничего не записали, если нет документа, нет оригинала. Ты не можешь принести копию с паспорта, которая сделана не с паспорта, потому что они не утверждают, что эта запись сделана с оригинала, потому что его нет. Они говорят, вот есть какая-то запись, которая не является оригиналом. Что с этим делать? Но прокурор, в смысле, мастерски увел эту дискуссию законно-незаконно от того, что вообще документа нет. Просто его нет, никакого. Варианты, в принципе, два. Или доказательства незаконные, или законы физики на территории Латвийской Республики не всегда действуют. Нет, потому что есть показания свидетеля, который говорит, мы проходили и законы физики соблюдали. Мы меняли батарейки. Да? Прямо на черно-белом в суде свидетель дал, мы меняли там батарейки. Мы меняли там батарейки. Он заходил, и мы меняли. Поэтому спорить, и с этим никто не спорит, да, то есть тогда нужно было сказать, что там свидетель врет, тогда он нарушает врет под присягой, я не верю, что сотрудник КНАБа такой сумасшедший, что врет под присягой. Это было бы совсем идиотство. Я так думаю. Вы оптимист, да, ладно. Я думаю, что он не врет. Если он сказал, что он ходил там и менял эти батарейки, значит, он ходил их и менял. Зачем ему врать? Хорошо, что вы по-прежнему оптимист по отношению к латвийской правовой системе. Но и вам не кажется странным, что приходит бывший сотрудник КНАБа, рассказывает вот такие жуткие вещи все-таки, с точки зрения какое-то право государства, и судья говорит, ладно, будем иметь в виду, но судебное расследование не возобновляет. Это принципиально все меняет, нет? Нет?
Здесь два нюанса, да. То есть мы хотели еще раз передопросить. Потому что в чем вопрос? Потому что прокурор в своей последней речи сказал, знаете, а я думаю, что свидетель врал. Знаете, это выглядит, как будто ты воспитательница в детском саду. Знаете, а вот он врал, я ничего сделать не могу, и вот ребенок врет. Ну ты ж прокурор. Если свидетель врет под присягой, ну тогда давай, там, не знаю, возбуждай дело уголовное. Там, ну это же серьезная вещь, врать под присягой. Да? Он такой, он, наверное, врал. Ну, так, между делом. Тогда мы спросили судью, говорю, ну если он, свидетель врал под присягой, давайте передопросим его. Кроме того, у нас еще два дополнительных свидетеля. Окей, скажем так, как мы понимаем, наверное, они есть. Так, здесь очень надо точно, аккуратно говорить, что есть как будто бы еще два свидетеля, возможно, они есть, которые подтвердят слова этого свидетеля, да, скажем так. Ну и мы хотели сделать закрытое заседание, при котором, скажем так, вероятные свидетели, там, люди на базаре говорят, что они есть, вот, которые пришли бы, подтвердили бы, работники КНАБа, да, подтвердили, как это было на самом деле. Но судья сказал, что этого не надо. Еще мы делаем два вывода. Первый вывод, что ему и так все понятно, что это было незаконно, то нет смысла это еще раз делать. Ну или он должен потом объяснить, почему он не хочет, так сказать, расследовать это до конца. А где написано, что он должен что-то объяснить? А это в законе. Судья не может делать свое решение и не объяснять, почему он отказал, скажем так, почему он не поверил свидетелю. Он должен объяснить, почему он не поверил. Почему не поверил другим свидетелям. Тогда он должен объяснить, почему свидетель, который не заинтересован в результате, врет под присягой. Он должен объяснить тогда. Так я понимаю. Что было бы в Эстонии в такой ситуации? Ну ладно, до такой ситуации не дошло бы, наверное, конечно. Но если бы... Этот кейс закончился бы... Во-первых, он бы не начался, потому что наши как раз все знали про эту сделку. Второе, он бы точно закончился в самом начале оппортунитетом, потому что в этой ситуации, опять же, нет никаких пострадавших. Да? То есть в этой ситуации было даже в их концепции, то есть конкурс был честным, все прошло честно. РСС, этого состава сервис, получил все, что он хотел. Снизил цену в результате торгов. Там были большие торги, там была большая с их стороны проведена работа. Они снизили цены, получили лучшие условия, получили все-все-все. То есть они, в принципе, по-моему, 1 700 000 они сумели от Скинеста, как будто получить дополнительных денег. То есть, убытков, так называемый Скинеста, да. То есть государство выиграло, серьезно выиграло на этом процессе. Поэтому здесь даже про ущерб говорить нельзя. Поэтому в такой ситуации, конечно, там нечего расследовать. То есть кроме того, то есть оно бы не возникло. А кроме того, с точки зрения Латвии, еще проблема же с юрисдикцией. Это была чисто эстонская сделка в Эстонии. В Эстонии. Почему латвийская прокуратура этим занимается, вообще не ясно. Их, опять же, звезда прокуратуры Малис Лея говорит, знаете, в законе есть такая вещь, что если это наносит ущерб интересам, государственным интересам Латвии, тогда можно. Например, мы готовим террористический акт, например, да, или революцию в Латвии, но на территории Эстонии. Тогда вот этот пункт работает. Он говорит, а я считаю, что работает и, передача денег. Причем тут же, вот если бы я убил бы Маганиса и съел его в Латвии, расследовала бы эстонская полиция и прокуратура. А если я ему дал деньги, то почему-то это угроза интересам Латвии, это расследование латвийское. То есть там логики никакой нет, конечно. Если не считать ту часть населения, которую представляет знакомый вам таксист, то нашлось бы, наверное, немало людей, которые, все это интервью, допустим, прослушают и скажут, и что, вор должен сидеть в тюрьме, если даже он не вор, наши органы не ошибаются, а нам-то что? Нам-то что? Пусть они там разбираются. Там большие люди, там прокуроры, судьи, нам все равно.
А действительно ли то, что происходит в правовой среде, не имеет никакого отношения к таксисту, к продавцу, к пациенту, учителю и так далее, и так далее? Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. И обычно таксист, продавец и так далее, он этого не понимает, что это касается его прямо. Вот если мы вернемся к этому парню, которого здесь, так сказать, осудили на реальные на эти сроки, да, и которые теперь латвийские налогоплательщики будут содержать 3 года зачем-то в латвийской тюрьме. 3 года это будет в денежном эквиваленте 100 тысяч. А что нам 100 тысяч? Конечно. А вот когда если с каждого по 100 евро, тогда скажут: ой, я не хочу. А вот когда так, 100 тысяч, что там? Вопрос же в том, и что дальше было в Эстонии. И он это все, так сказать, пресса эстонская написала. И это была огромная дискуссия. И он сказал: ребята, вы не идите в Латвию. Они по-другому, у них другая правовая система, они по-другому относятся ко всем вещам. Да? То есть это просто риски. У вас есть риски того, что латвийское государство по-другому относится, как сейчас сказал, к этим вещам. И я думаю, что много предпринимателей, которые передумали это делать из-за того, что это был большой шум и так далее. Ладно, мы здесь давно уже, мы как-то Латвию знаем, и я как-то Латвии верю, да, но на меня это не очень повлияло, но на новых это повлияло. Проблема же в том, что сегодня в мире идет борьба за инвесторов. Люди должны прийти, инвестировать, строить и развивать. Это иностранные инвесторы, это могут быть и латвийские внутренние инвесторы, это же не важно. И вот если латвийский внутренний инвестор, возьмем даже латвийского, не иностранного, приехал строить завод, думает: слушайте, если у меня тут 10 полиций, если у меня вот такой беспредел происходит там, и там, не знаю, там можно фальсифицировать документы, и я нахожусь под риском. Вот у меня сегодня есть деньги, я сейчас возьму и еду в Испанию. Я на них проживу и буду, так сказать, счастлив и спокоен и так далее. Или я возьму риск, построю завод, дам рабочие места. Да, я заработаю тоже денег, наверное, больше себе. Но я хожу под риском, что я могу оказаться в такой же ситуации, поскольку все-таки же всегда делают ошибки или, так сказать, какие-то вещи, люди, которые что-то делают. Да, и ты не можешь застраховаться от того, что ты не сделаешь какую-то ошибку. Классическая схема, если вас прослушивать или, не знаю, там, читать ваши имейлы за последние 10 лет, то вам дадут 10 уголовных дел, которые можно вам туда, так сказать, сделать. Это нормально. Мы, когда общаемся в жизни, мы не знаем всех нюансов уголовных кодексов и не должны о них знать, и мы не должны бояться. Мы должны жить честно, понятно, и мы не должны оглядываться, какие существуют статьи и прочее. И это, конечно, большой риск. То есть как только так сказать, люди чувствуют, что государство хочет или может, не знаю, поступать нечестно, тогда сразу прекращаются инвестиции, тогда сразу люди перестают развивать что-то в этой стране, и тогда вот ваш таксист, продавщица или кого там еще сказали, они почувствуют, что у них стало меньше зарплата, а у их мамы меньше пенсия. И дороги стали хуже, потому что перестала развиваться экономика, потому что люди перестали инвестировать в экономику. Государство должно создать настолько правовой режим, что люди не боятся жить. Не боятся. Они знают, что если они живут честно, все будет хорошо. В принципе, последний вопрос. Вы со своим практическим знанием ситуации в Эстонии и не меньшим знанием ситуации в Латвии, как вы видите путь наших государств? Скажем, через 10 лет мы по-прежнему, траектория будет одной или уже совершенно другими? Я думаю, что в Латвии и в Эстонии живут талантливые, умные, способные люди, очень работящие. Которые доказали, что они могут жить и в других странах. В больших количествах.
Вот это зависит как раз от предпринимателей. Вот это не зависит как раз от водителя или от продавщицы. Вот предприниматели не должны бояться инвестировать в этой стране. Вот этот климат предпринимательский, вот его надо выращивать, создавать, потому что продавщица не сделает завод. И не сделает даже магазин, где она работает. Это должен делать кто-то другой. Вот эти другие, вот эти 5% населения, которые там, обычно предприниматели, да, в стране, вот это та элита, которую нужно, так сказать, латвийскому обществу выращивать. Это даже не вопрос правительства. Это же еще вопрос отношения людей тоже. Это, знаешь, они богатые, значит, они виноватые. Наверное, кто-то где-то и виноват даже, да. Но вопрос в том, что то, что они делают, вот это бесценно. Вот это бесценно, что они открывают магазины, покупают таксисту машину и прочее. Вот это бесценно. И это общество должно понять. В Эстонии очень хорошо понимают. В Эстонии отношение к предпринимателям невероятно хорошее. То есть это уважаемые члены общества. Латвия, я бы сказал, чуть так, знаешь, он ездит на хорошей машине, наверное, он жулик. Или как там про женщин. Если женщина ездит на хорошей машине, наверное, не сама заработала. Хотя у нас женщины-предприниматели такие же способные, как мужчины. А как там с траекториями? Я думаю, что будет все хорошо. Я думаю, что мы настолько способны, так сказать, адаптироваться и развиваться. И я думаю, что будет все хорошо. Я, по крайней мере, инвестирую здесь. Я инвестирую в Латвию. Знаете, я построил еще 2 новых завода в последние 3 года. И я верю в латвийскую как государство, и, кстати, в латвийскую правовую систему, потому что если бы я опасался, что будет что-то не так, и суд будет решение плохое сделать, скажем, да, то я бы не стал бы инвестировать в Латвии большие деньги, чтобы развивать латвийскую промышленность, потому что разумно забрать и уйти. Но я не верю. Я не верю, что возможно в нашем кейсе, так сказать, получить негативное решение, поскольку это просто невозможно. Да? Вот это как земля на 3 слонах. Поэтому я думаю, что мы все вместе сможем вывести Латвию, Эстонию, не вывести, а, скажем так, развивать ее дальше. И в общем, я смотрю очень оптимистично. Вашими устами. Спасибо за разговор.